Всем привет! С вами снова я, Ахсенка. Сегодня у меня голос просто ужасный, поэтому я не могу сказать «Всем привет!». Я надеюсь, что у всех все в порядке, все очень хорошо. В последнее время я получаю больше комментариев и больше просмотров, и я очень рада за этого. Спасибо вам всем огромное. Сегодня в этом видео я расскажу о себе, потому что в последнее время я получаю много вопросов о себе, как на турецком, так и на русском языках. И я решила снять видео о себе. В этом видео я отвечу на такие вопросы, как сколько мне лет, какая у меня жизнь, какая у меня работа и, в общем, кто я. Итак, кто я? Я Ахсенка. Ладно, я говорю серьезно. У меня два имени. Сначала у меня полное имя Ахсан Sıla Gökpınar. Обычно мои друзья зовут меня Ахсан, а семья зовет меня Sıla. Так, Sıla обозначает родину для того, кто живет за границей. А у имени Ахсан есть история. На самом деле это имя имеет значение и на арабском языке, но моя семья дала мне это имя с турецким значением. Перед моим рождением врачи сказали моей маме сделать аборт, потому что был такой шанс, что кто-то из нас умрет при рождении. Но моя мама не хотела сделать аборт, и когда я родилась, мы обе были здоровы. Поэтому они сказали «Ахсан», и это обозначает «Ах ты». Типа ты заставляла нас много волноваться, но в конце концов все в порядке, мы обе здоровы и счастливы. В детстве я была очень похожа на маленькую корейскую девочку. Но у меня в крови есть курдские и болгарские гены вместе с турецким, потому что мой папа курд и дедушка, отец моей мамы, он эмигрировал из Тотракана, Болгарии. Так, мне 24 года, я родилась 28 апреля, если вы хотите отмечать. В данный момент я работаю переводчицей и преподавательницей турецкого языка, так что я в основном учу иностранцев турецкому языку. И я изучала письменный и устный перевод русского языка и международные отношения по двойной специальности. Я училась в МГЛУ, когда жила в Москве, и некоторое время училась в Харькове, в Харьковском национальном университете городского хозяйства имени Бекетова. Да, это какое-то долгое имя. Прошлой зимой я начала изучать еще одно отделение в университете. Должности ассистентки ветеринарного врача. Но мне пришлось сделать перерыв на некоторое время. И я уверена, что у вас есть такой вопрос. Какое отношение имеет переводчица к ветеринарному факультету? Я скоро вам расскажу. Так, я свободно говорю по-английски и по-русски, неплохо говорю по-китайски, и еще я в данный момент изучаю венгерский язык. И, наверное же, я буду изучать языки до смерти. Если вам интересно, вы можете посмотреть мое видео о том, почему я выучила русский язык на моем канале. В настоящий момент я живу в Стамбуле.
Но я просто уверена, что перееду в какой-то другой город, потому что мне совсем не нравится Стамбул. Я люблю природу и покой, и я хочу переехать в место, где меньше шума, меньше людей, больше природы. Или хотя бы немного больше воздуха. Но посмотрим. Я хочу получить магистратуру политических наук и сосредоточиться на евразийской политике. И еще я всегда хотела учиться в МГИМО, но я думаю о других университетах тоже. Я изучаю не только отношения между государствами, но и активизм, который также является частью политики. Меня интересует много видов активизма. Например, права женщин, равенство между народами, но в основном я изучаю права животных. Я активистка права животных, и это очень большая часть моей жизни. Это как самая большая должность моей, чтобы помогать и спасать животных, неважно какое животное. Я считаю, что все живые существа заслуживают хорошей жизни без боли и страданий. И мои собаки, Лушка и Бонджук, они тоже жили на улице. Вы их видите очень часто на моем видео. И они мать и дочь. Мать Бонджук, она пережила столько ужасных вещей на улице, вы даже себе не можете представить. Но сейчас все в порядке. Она старая, но, слава богу, она здоровая собака. Я кормлю бездомных животных каждый день и помогаю им с болезнями. Вот поэтому я решила учиться в ветеринарном факультете. Правда, что это очень-очень трудно, как физически, так и психологически. Но я думаю, что оно того стоит. И моя мама тоже мне помогает. И еще я уже более года вегетарианкой. И большую часть недели я ем веганские еды. Я уже чувствую, что некоторые зрители покинули видео, думая обо мне как веганском маньяке, кто убивает людей, которые едят мясо. Я этого не делаю. С точки зрения образа жизни, я больше похожа на традиционалист. Мне трудно идти в ногу с этим веком. Я имею в виду, я люблю жить настоящим моментом. Я верю в сентиментальную ценность момент, мест и предметов. Вот поэтому я до сих пор отправляю открытки и письма, и у меня есть много коллекций. И еще я люблю хранить предметы важных событий. И я люблю писать своих ощущений иногда. Значит, я ценю каждую секунду. Еще я люблю читать. Я обычно читаю о политике и истории, но еще я люблю научно-фантастические книги и, конечно, русскую литературу. Конечно же, я люблю науку, особенно астрономию. Я большая поклонница Юрия Гагарина. О боже, он был и красивым, и умным, и добрым. Такие мужчины очень редко приходят в мир. И еще я очень сильно люблю танцевать, особенно афротанцы, реггетон, хип-хоп и латинские и восточные танцы. Конечно же, я очень люблю путешествовать и видеть новые места. Я люблю медитировать тоже, но у меня не всегда на это время. И раньше я была волейболисткой, но я перестала играть профессионально, потому что я хотела заниматься другими делами.
Раньше я долгое время была очень толстой, около 130 килограммов. Но я сильно похудела, когда я жила в Москве. Из-за отсутствия денег и еды. Еще одна причина любит Москву. Хорошо, я шучу. Я, конечно же, занималась и спортом, но я не могу отрицать тот факт, что я там была очень бедная. Что еще я могу сказать? Музыка, конечно. Я люблю регги. И еще ска, даб, анатолийский рок, психоделический рок 70-х годов, этническую музыку, джаз и блюз. Звучит круто, да? Я знаю. Но я иногда слушаю такие ужасные песни, что если бы кто-то другой услышал их, я бы умерла от стыда. Да, это мой грязный секрет. В настоящее время у меня нет аккаунтов в социальных сетях. Я очень давно не пользуюсь социальными сетями. У меня просто есть один аккаунт ВКонтакте, которым я очень редко пользуюсь. И он мне нужен только для того, чтобы общаться со своими русскими и украинскими друзьями. Я создала аккаунт в Instagram, думая, что это будет полезно, чтобы общаться с вами. Но я до сих пор ничем не поделилась, и у меня даже нет фотографии. Но я вам обязательно скажу, когда я буду готова. Это очень тяжелое решение после многих лет отказа от социальных сетей. Но посмотрим. Так, зачем я создала канал на YouTube? На YouTube уже не хватало каналов. Конечно же, хватало. Но я создала этот канал, потому что я думаю, что мне есть чем-то поделиться с людьми. Кто знает, когда я умру. Если я не делюсь своим опытом и знаниями с людьми и не учиться новому у людей, зачем мне жить? Может быть, я изменю взгляд на жизнь человека, отвечу на его вопросы, или, не знаю, может быть, кого-то рассмешу, или кто-то посмотрит меня и скажет: «Ого, я этого не знал». Или наоборот, кто-то посмотрит меня и скажет: «Какая же дурочка, какая тупая девушка». Не знаю, но я думаю, что если хоть немножечко я могу повлиять на кого-то, тогда это отлично. Я снимаю случайные видео, иногда на какую-то очень серьезную тему, например, права женщин, права животных, или иногда о языках, иностранных языках, или о себе. Иногда информационные видео, иногда видео о моих дредах, иногда совсем для развлечения. Значит, я снимаю видео по-разному. И, конечно же, иногда я очень поздно публикую видео, потому что иногда у меня совсем нет вдохновения или времени. И вы знаете, я совсем не хочу публиковать бессмысленные видео. Так что не думайте, что я ухожу с YouTube. Так, это я. Я уверена, что есть много вещей, которые я не могла вспомнить о себе, но это я покороче. И теперь вы знаете мне лучше. Если у вас есть вопросы или советы, не стесняйтесь оставить комментарий. Спасибо вам огромное. Берегите себя. Целую. Пока.